Когда говорят о спутниках НАСА у Марса, в основном упоминают фотографии и видеоматериалы. Однако мало кто знает, что на орбите ведутся и невидимые исследования, в том числе радиооккультация. Это метод, при котором аппарат передает радиосигнал сквозь атмосферу планеты, а затем ученые анализируют, как этот сигнал преломляется. Так можно получить данные о температуре, давлении, плотности воздуха и составе атмосферы. Миссия Марс-Экспресс применяет этот метод с начала 2000-х годов. Особенно ценно, что спутники могут обмениваться сигналами между собой. Например, Trace Gas Orbiter передает сигнал, проходящий через атмосферу, а другой спутник его принимает. Это дает точную картину условий на разных высотах. Полученные данные помогают выявлять даже следовые газы, включая метан, что важно для оценки потенциальной биологической активности. Несмотря на значимость этих экспериментов, о них почти не говорят. Они проходят вне поля зрения публики, хотя имеют ключевое значение для будущих миссий и понимания климата на Марсе. Интрига. Но что, если сигнал внезапно исчезает? Что, если аппарат перестает отвечать и его местоположение невозможно определить? Такие случаи уже были, и они не менее загадочны, чем открытие. История освоения Марса знает случаи, когда связь с космическим аппаратом обрывалась без предупреждения. Одним из самых известных стал Mars Observer. В начале 90-х годов аппарат должен был выйти на орбиту планеты, но всего за 3 дня до этого перестал выходить на связь. Ни точная причина, ни местонахождение аппарата установлены не были. Похожий случай произошел с Mars Climate Orbiter. Из-за простой инженерной ошибки одна часть команды использовала метрические единицы, другая — имперские. Аппарат вошел в атмосферу слишком низко и разрушился. Такие инциденты порождают слухи. Кто-то говорит об ошибках проектирования, кто-то о недосказанности. НАСА публикует официальные отчеты, но не всегда делает это оперативно. Иногда информация подается в сжатом виде, и детали теряются, что создает пространство для недоверия. В научной среде подобные потери анализируются, чтобы избежать повторения. Но для публики они выглядят как необъяснимые исчезновения. И если одни миссии действительно заканчиваются аварией, то другие исчезают гораздо тише. Марсианская орбита и поверхность стали финальной точкой для нескольких миссий, которые так и не завершились успешно. Некоторые аппараты буквально исчезли. Один из первых подобных случаев — миссия Mars Observer, запущенная в начале 90-х. Аппарат должен был выйти на орбиту Марса, но за 3 дня до этого связь прервалась. Причина официально так и не установлена. Затем был Mars Polar Lander, потерянный при попытке посадки на Южный полюс. По одной из версий, аппаратура ошибочно посчитала, что приземление уже произошло, отключила двигатель, и аппарат разбился. Но никаких сигналов с места посадки так и не поступило. Особенно интригующим стал случай с Deep Space 2, 2 микрозондами, встроенными в основную миссию. Они должны были врезаться в поверхность, чтобы исследовать почву, но ни один из них не подал сигнала. Такие исчезновения вызывают массу вопросов. НАСА обычно указывает технические сбои, ошибки конструкции, сбои при входе в атмосферу. Но часто информации недостаточно, отчеты краткие, а детали покрыты туманом. Это порождает ощущение, будто что-то намеренно не договаривается. Но есть и те, кто успешно вышел на орбиту и продолжает передавать данные. Целая система наблюдения, которую редко показывают с такой стороны. Спутники на орбите Марса не просто фиксируют поверхность, они находят вещи, которые меняют представление о планете. Например, Mars Reconnaissance Orbiter и Trace Gas Orbiter зафиксировали неоднократные выбросы метана в атмосфере. Это вызвало ажиотаж в научной среде, ведь на Земле метан часто связан с живыми организмами. Откуда он берется на Марсе? Геология или нечто большее? Не менее важны данные о пылевых бурях, которые охватывают всю планету. Эти шторма влияют на температуру, видимость и даже долговечность марсианских аппаратов. Кроме того, орбитальные камеры фиксируют ледяные облака и сезонные изменения на полюсах. Также радары показали наличие водяного льда под поверхностью, особенно в северных и южных регионах. Это подтверждено с помощью спектрометров, тепловизоров и радиолокационного зондирования. Такой лед — важный ресурс для будущих миссий и потенциальной базы. Эти открытия стали возможны только благодаря точной и длительной работе орбитальных спутников. Они не просто делают фотографии, а помогают сформировать полное понимание планеты. Чтобы понять, как человек поведет себя на Марсе, НАСА разворачивает эксперименты на Земле. Один из них — ЧПЭ — пилотируемая миссия-симулятор, проходящая в Хьюстоне.
В этом комплексе, имитирующем марсианскую станцию, 4 добровольцев живут в условиях, приближенных к реальным. Связь задерживается на 22 минуты, питание ограничено, ресурсов почти нет. Участники не могут покинуть купол без скафандра, а выходы ограничены. Цель — прожить почти 4 сотни дней в полной изоляции. Эта среда тестирует не только физические, но и психологические возможности экипажа. Как люди справляются с одиночеством, замкнутостью, конфликтами. Как работает групповая динамика в условиях, когда помощь снаружи невозможна. Также внутри станции тестируются технологии, которые потом попадут в реальные миссии. Переработка воздуха, воды, автономная диагностика здоровья, автоматизация задач. ЧПА. Не шоу и не эксперимент ради галочки. Это настоящий отбор и проверка будущих решений для космических полетов. Но даже на Земле под наблюдением сложно предсказать, что будет в реальности. А что происходит на самом Марсе, особенно в его орбитальной зоне? Там уже действуют другие системы. Связь с Марсом — это не просто радиообмен. Это архитектура из спутников-ретрансляторов, которая позволяет роверам, модулям и орбитальным аппаратам работать как единое целое. Основу системы составляет Mars Relay Network, где участвуют Mars Odyssey, MRO, Maven, а также Trace Gas Orbiter. Когда ровер на поверхности собирает данные, он передает их не сразу на Землю, а ближайшему спутнику. Тот, в свою очередь, пересылает данные в сторону Земли. Такой подход позволяет значительно сэкономить энергию и повысить надежность связи. Сейчас НАСА рассматривает следующий шаг — лазерную связь. Эта технология позволит передавать данные в десятки раз быстрее, чем текущие радиоканалы. Первые тесты уже прошли на миссии Сайки. Если она заработает у Марса, это будет технологическим прорывом. Кроме того, агентство анализирует предложения от частных компаний, которые хотят запустить собственные реле-спутники и войти в инфраструктуру НАСА. Это расширит сеть и даст резервные каналы связи, особенно важные для будущих экспедиций. Но даже с такими системами передачи сигнала не всегда линейный процесс. Иногда информация теряется, и тогда вступают в игру другие, менее очевидные методы. Ученые и данные НАСА публикуют огромный массив информации через платформу PDS — Planetary Data System. Все, что снимают и фиксируют спутники, поступает туда. Однако публикация не моментальна. Данные проходят этап верификации, во время которого специалисты проверяют корректность измерений, устраняют ошибки и дублируют расчеты. В среднем между получением и публикацией может пройти от нескольких месяцев до года. Это нормальная научная практика, но она порождает недоверие у публики. Особенно если данные касаются чувствительных тем, например, следов воды, метана или магнитных аномалий. Кроме того, первичный доступ к данным имеют команды миссий. Это стандарт. Им дается время на анализ, публикации, выводы. После этого информация становится общедоступной. Но многие воспринимают такую схему как попытку утаить что-то важное. Иногда независимые ученые публикуют собственные выводы на основе этих же данных, быстрее официальных отчетов. Это вызывает споры, но и подчеркивает открытость НАСА. Марсианские миссии не раз становились объектом критики и конспирологических теорий. Одни утверждают, что некоторые спутники скрывают военные технологии. Другие считают, что аппараты зафиксировали на Марсе искусственные объекты, но эти данные не публикуются. Такие версии чаще всего опираются на реальные события. Потерянные аппараты, задержки публикаций, отсутствие фото определенных зон. Однако логичное объяснение почти всегда техническое. Неудачные посадки, ошибки в софте, неустойчивая связь, но для сторонников теории этого недостаточно. НАСА отвечает на такие заявления спокойно. Официальная позиция — там прозрачность и доступность. Большинство данных действительно размещены в открытом доступе. Тем не менее, сложность их обработки делает их непонятными для широкой аудитории. И этим активно пользуются те, кто строит альтернативные сценарии. Сомнения будут всегда. Важно не отмахиваться, а проверять. Научный подход — лучший фильтр между правдой и вымыслом. Итак, что действительно скрывает НАСА, если скрывает вообще? Доказательств тайных баз или скрытых технологий на орбите Марса не найдено. Зато есть тысячи страниц данных, исследований и снимков, которые доступны каждому. Проблема не в доступе, а в восприятии. Сложные данные трудно интерпретировать. Неясные отчеты, задержки и терминология делают их почти недоступными для широкой публики. Это и порождает иллюзию секретности. На деле же НАСА проводит рутинную, но важную научную работу: измерения, анализ, тесты. Да, бывали сбои, да, миссии терялись. Но это не заговор, а нормальная часть космической инженерии. Марс — сложная цель, а каждая миссия — риск.
Тем не менее, с каждым годом объем знаний растет, и все больше вопросов получают ответы. Все, что по-настоящему скрыто, это глубины самого Марса, а все остальное перед нами. И остается только внимательно всматриваться, чтобы видеть не только заголовки, но и суть.